Катастрофическое наводнение в Германии, в Бельгии и Нидерландах. Катастрофа становится все хуже и хуже. В Германии число погибших после наводнения превышает 140 человек. На четвертый день после разрушительных наводнений в Западной Германии число погибших продолжает расти. Федеральный президент Штайнмайер приезжает в зону бедствия, чтобы получить представление. Канцлер также заявила о себе. После наводнения в Западной Германии число погибших превысило 140 человек. По данным полиции, в районе Большого Арвайлера погибло более 90 человек. Всего в управлении полиции поступили сообщения о 618 травмах. Это число также может увеличиться. Спустя более 4 дней после катастрофы люди все еще числятся пропавшими без вести. По данным Министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии, по всей стране в Северном районе Вестфалии погибло не менее 43 человек, и многие получили ранения. Как сообщил представитель округа Рейн-Эрфт, до сих пор не было обнаружено погибших при обнаружении 265 транспортных средств на затопленной Бандестрассе недалеко от Эрфтштадта. Водолазы из немецкого общества спасателей также были привлечены для осмотра в общей сложности 28 легковых и грузовых автомобилей, которые были затоплены массами воды. Министр внутренних дел Роджер Левенц сообщил о 63 смертельных случаях в Рейнланд-Пфальц. Число раненых по-прежнему составляло 362 человека. Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются. Тысячи спасателей все еще находятся в Эйфеле, где в четверг вечером потоки воды опустошили целые места. По данным Президиума, в ночное время в пострадавших местах дежурила полиция со многими аварийными службами. Из-за шторма многие дороги в долине Ар по-прежнему закрыты или более недоступны для проезда. 4 пожарных погибли в результате наводнения в городе Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщило Объединение пожарных дружин. Помимо 2 мужчин, погибших в Альтена и Вёрдель, сообщалось о 2 других смертельных случаях. В Нитерсхайме, район Ойскирхен, во время спасательной операции погибла пожарная команда. Другой член пожарной части Райнбахской пожарной команды, район Рейнзиг, был найден и позже скончался в больнице. Берлинская полиция также поддерживала спасательные работы в зонах наводнения. После запроса о поддержке со стороны штата Рейнланд-Пфальц, 36-я миссионерская сотня направилась в зону кризиса, сообщила Департамент внутренних дел и спорта Сената. Там она поддержала, в частности, в поисках пропавших без вести. Бельгия также сильно пострадала от штормов. Как сообщает государственная телекомпания, число погибших около 25 человек от внезапных наводнений. Однако многие люди все еще числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Дакроа объявил вторник национальным днем траура. Вместе с президентом комиссии ЕС фон дер Ляйеном он посетил Рошфор. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибывает в район Рейн-Эрфт, Северный Рейн-Вестфалия, который особенно сильно пострадал от наводнения, в то время как канцлер Ангела Меркель планирует поездку в сильно разрушенный регион в Рейнланд-Пфальц скоро. На видеоконференции с премьер-министром Армином Лашетом в пятницу она пообещала краткосрочную и долгосрочную поддержку со стороны федерального правительства пострадавшим людям. Ангела Меркель выражает соболезнования жертвам наводнения в Вашингтоне. Сейчас она планирует поездку в один из пострадавших регионов. По данным канцелярии федерального президента, Штайнмайер и Лашет посетили Эрфтштадт, где за последние несколько дней было смыто множество домов и автомобилей. Он поговорил о текущей ситуации в диспетчерской пожарной части со спасателями. По мере того, как водные массы стекают, становится очевидным ущерб, нанесенный наводнением Ар и Мозель. Инфраструктуре также был нанесен серьезный ущерб. В особенно сильно пострадавшем районе Арвайлер
закрыты дороги и разрушены мосты, а движение поездов Рейнланд-Пфальц по-прежнему серьезно пострадало от наводнения. Особенно драматическая ситуация сложилась в Арфштадт-Блёсем, к юго-западу от Кёльна. Произошли огромные оползни. В земле образовались кратеры. Рухнули 3 жилых дома и часть исторического замка. Ассоциация городов и муниципалитетов призывает к быстрой помощи со стороны федерального правительства и правительства штата в связи с ущербом от наводнения. Главный исполнительный директор Ландсберг сообщил редакционной сети Германии, что часть инфраструктуры в пострадавших городах и районах в Северном районе Вестфалии и Рейнланд-Пфальца была в значительной степени разрушена. Для быстрой и небюрократической организации и финансирования реконструкции требуется национальный тур до силы. В память о жертвах урагана в Северный Рейн-Вестфалия приспущенные флаги развевались над многочисленными зданиями. Министр внутренних дел Рёул приказал к понедельнику установить траурные флаги на всех офисных зданиях. Федеральный президент Штайнмайер сказал, что в трудную минуту страна выстоит вместе. В наши дни важно проявить солидарность с людьми, у которых все отняли в результате наводнения. Кроме того, необходимо решительно взяться за борьбу с изменением климата.